Hostia puta. Hostia. Сейсмические службы Испании продолжают мониторинг ситуации в автономном сообществе Андалусия, где зафиксирована серия подземных толчков. Наиболее сильное за последние сутки землетрясение произошло в провинции Гранада во вторник утром. Национальный географический институт страны оценил магнитуду главного толчка в 4,8. La Virgen. Эпицентр находился в муниципалитете Гахар и соседнем Альхендине, в 10 километрах к югу от административного центра провинции. Очаг залегал на глубине менее 10 километров. Это обусловило высокую ощутимость колебаний на поверхности. Вслед за основным толчком сейсмологи зафиксировали несколько авторшоков, наиболее крупные из которых имели магнитуду 4,3 и 4 ровно. Данная активность является продолжением сейсмического роя, начавшегося в регионе в ночь на субботу, 15 августа, когда в 1 час 4 минуты по местному времени произошло первое крупное землетрясение магнитудой 5 с эпицентром в муниципалитете Альхендин на глубине 2 километров. Всего с 15 августа в провинции зарегистрировано более 350 сейсмических колебаний. Mira los toldos, Vito. Está en el mismo edificio que el mío, ¿verdad? Sí. По информации ведомства по чрезвычайным ситуациям Андалусии, в результате инцидента легкие травмы получили 3 человека, включая несовершеннолетнего. Всем пострадавшим оказана своевременная медицинская помощь. Региональные спасательные службы приняли свыше 500 обращений от граждан. В жилом секторе и на ряде социальных объектов отмечены повреждения фасадов, трещины в стенах и падение фрагментов облицовочной плитки. Обломками строений поврежден припаркованный автотранспорт. О серьезных разрушениях несущих конструкций или риске обрушения зданий власти не сообщают. Ay, Dios mío de mi vida. Для понимания природы происходящих процессов экстренные службы привлекли ведущих специалистов Национального географического института Испании. Директор Андалузского сейсмологического центра Игнасио Алонсо призвал население объективно оценивать природу происходящего и избегать панических настроений. По его словам, Гранада исторически является зоной с самой высокой сейсмической активностью на Пиренейском полуострове. Провинция находится непосредственно на стыке евразийской и африканской литосферных плит, которые сближаются со скоростью около 5 мм в год. Профессор Алонсо отмечает, что мы имеем дело с классическим сейсмическим роем, серией толчков средней силы без единого разрушительного суперудара. Земная кора в данном районе сбрасывает накопившееся напряжение постепенно, небольшими порциями, а не одним катастрофическим сдвигом. С научной точки зрения это позитивный сценарий, так как он существенно снижает вероятность землетрясения магнитудой 6 и выше, хотя и увеличивает общую продолжительность процесса во времени. Специалисты института подчеркивают, что авторшоковая активность в провинции Гранада может продолжиться в ближайшие дни или даже недели. Эксперты напоминают, что высокочувствительные приборы будут фиксировать сотни микротолчков магнитудой до 2, которые совершенно неощутимы для человека, но необходимы для полной стабилизации земной коры. ¿Qué calle es esta? Mira qué calle es, Johnny. Ha sido de arriba, ha sido de arriba.
Madre mía. В регионе продолжает действовать первая фаза плана чрезвычайных ситуаций при сейсмическом риске. В целях безопасности администрация временно приостановила доступ в Насридские дворцы и старинную крепость Аль-Касабу, которые входят в исторический комплекс Аль-Гамбра, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Специальные инженерные комиссии Министерства культуры проводят детальный осмотр кирпичной кладки и старинных фундаментов на предмет микротрещин. На данный момент повреждений памятника архитектуры не выявлено, однако превентивное закрытие продлено до завершения полной экспертизы. Se ha caído la cornisa, colega. По аналогичным предписаниям гражданской обороны были эвакуированы сотрудники и посетители крупных пригородных торговых центров Невада и Серальо-Плаза. Временно закрыты муниципальные учреждения, библиотеки и спортивные залы. Отдельное внимание уделено спортивной инфраструктуре. Проводится срочная проверка конструкции футбольного стадиона Нуэво Лос Карменес. Руководство футбольного клуба «Гранада» закрыло кассы и магазины, расположенные на арене. Инженеры должны выдать заключение о безопасности объекта до 24 августа, когда запланирован домашний матч команды. Mira los toldos, Vito. Está en el mismo edificio que el mío, ¿no? Ограничения частично затронули и транспортную систему. Поезда метрополитена Гранады переведены на особый режим. Скорость их движения снижена до 30 км в час. Это необходимо для минимизации вибрационной нагрузки на подземные туннели и предотвращения аварийных ситуаций в случае новых толчков. Из-за этого графики движения поездов временно изменены. Нынешняя ситуация вновь подняла вопрос о сейсмостойкости зданий в Южной Испании. Эксперты в области гражданского строительства напоминают, что Гранада живет по строгим строительным нормам, принятым после разрушительных исторических землетрясений, самое известное из которых произошло в XIX веке, в 1884 году в районе Альхама-де-Гранада, и привело к значительным жертвам. Современные строительные кодексы Испании, обновленные в начале 2000-х годов, обязывают застройщиков использовать в Андалусии железобетонные каркасы повышенной гибкости и демпирующие подушки для фундаментов. Именно благодаря этим техническим регламентам здания современной постройки в Гахаре и Альхендине выдержали серию толчков без единого структурного повреждения. Основной зафиксированный ущерб – это падение элементов, установленных нарушением норм, или обветшание старого жилого фонда, возведенного до введения современных стандартов. Мэр Гранады Мари Фран Карасса выступила со специальным обращением к жителям и многочисленным туристам. Органы местной власти призывают граждан сохранять спокойствие, не поддаваться панике в социальных сетях и доверять только официальным сообщениям экстренной службы. Муниципалитет рекомендует временно избегать нахождения в узких улицах исторического центра города, держаться в стороне от старых строений с массивными балконами и карнизами, а также не парковать автомобили под стенами зданий. В случае возобновления ощутимых колебаний жителям рекомендуется занять безопасные места внутри помещений, встать в дверной проем в несущей стене, прижаться к углу, образованному капитальными стенами здания, или укрыться под прочными столами, и ни в коем случае не пользоваться лифтами. Сейсмические службы и спасательные отряды переведены на усиленный режим несения службы и готовы к любому развитию событий.